Хорошо быть богом. Обозревая финикийские берега, Зевс приметил резвившуюся на морском берегу прекрасную царскую дочь по имени Европа. Охваченный желанием, он обратился в белого быка и приблизился к девушке. Очарованная дивным животным, Европа набросила на шею быка гирлянду из цветов и взобралась ему на спину. Если верить поэту Овидию, бык переплыл море и доставил девушку на остров Крит. Здесь бык и царевна каким-то образом умудрились стать родителями будущего царя Миноса, отчима чудовищного Минотавра. В результате этой сомнительной связи на свет появились царь, страна, цивилизация и часть света. О самых ранних обитателях части света, которой дочь царя Европа дала свое имя, мы знаем очень мало. Судя по останкам первобытных людей, среди них были как неандертальцы, так и Homo sapiens. В их культуре человек был неразрывно связан с животным миром, что демонстрируют наскальные рисунки во французской пещере Ласко. Созданные примерно 20 тысячелетий назад, они и сегодня поражают желанием древнего человека изобразить реальность в пластической форме и ощущением нашей общей сопричастности роду людскому. В какой-то момент после 7-го тысячелетия до нашей эры на исторической сцене появляются люди каменного века, вероятно, потомки племен, которые пересекли Гибралтарский пролив, а может быть тех, что мигрировали на запад из Центральной Азии. О них нам напоминают построенные ими хенджи, гигантские сооружения, похожие на английский Стоунхендж и свидетельствующие о поразительном уровне социальной организации и инженерных навыков. С помощью анализа костных останков ученые установили, что путешественники прибывали в Стоунхендж даже из таких дальних мест, как территория нынешней Швейцарии. Уже в древности путешествия связывали Европу воедино. Когда люди научились выплавлять из олова бронзу, миграция заметно ускорилась. Благодаря этому изобретению стало возможно изготовление инструментов и оружия. Открытие бронзы способствовало развитию торговли, а так как перевозить товары проще всего по морю, то и основанию прибрежных поселений. Внутренние регионы Европы были покрыты непроходимыми лесами, но поселения, выраставшие на берегах рек и морей, сформировали открытую внешним контактом морскую культуру. Путешествовать по воде было легче, чем по суше. Археологам удалось проследить начавшуюся в 5-м тысячелетии до нашей эры последовательную миграцию из Азии на запад так называемых курганных племен из Анатолии, говоривших на протоиндоевропейском языке, а начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры – кельтских племен. Смазочным веществом для этого переселения народов стала торговля. Предметы материальной культуры доставлялись с севера на юг, вдоль побережий Северного, Балтийского и Средиземного морей. Люди путешествовали, люди встречались, люди учились. В конце Бронзового века, в 3-м тысячелетии до нашей эры, с двух сторон, с юга и с востока, в Европу пришли новые народы. С востока явились обитатели азиатских степей и Кавказских гор. Германские племена принесли с собой новые индоевропейские наречия, давшие затем начало бритским, германским, славянским, греческим, италийским и другим языкам. Предполагается, что эти народы вели сухопутный образ жизни, потому что в их языках есть однокоренные слова, описывающие семью и возделывание земли, но нет общих корней для слов, повествующих о море и мореходстве. Изучение индоевропейских языков методами лингвистической археологии вкупе с прорывом в расшифровке ДНК постоянно обеспечивает нас новыми сведениями о начальном периоде европейской истории. Другие веяния проникали в Средиземноморье издалека. Во 2-м тысячелетии до нашей эры самые развитые общества располагались в долинах китайской реки Хуанхэ, индийского Инда, египетского Нила и в плодородном полумесяце между Тигром и Евфратом. Задолго до того, как европейские племена перешли к оседлости, эти народы уже изобрели земледелие, строительство, торговлю, искусство, а в Месопотамии и письменность. Они строили города и обожествляли предков. Они возводили монументальные постройки. Великая пирамида в Гизе, высота которой составляла 146 метров, была самым высоким строением на планете до XIV века, пока к небу не вознесся Линкольнский собор. Мифический Минос, сын Европы, считается основателем Минойской империи со столицей на Крите. Просуществовала она, по-видимому, по меньшей мере 1000 лет.
приблизительно с 2500 до 1450 года до нашей эры. Традиционно было принято считать, что минойцы – потомки переселенцев из Египта или Месопотамии. Но изучение ДНК ископаемых останков доказывает, что генетически минойцы ближе к древним грекам. Минойцы торговали по всему Восточному Средиземноморью, строили дворцы, основывали колонии, старались отличиться в атлетике и ритуальных прыжках через быков. Судя по всему, жизнь они вели мирную. Несмотря на обычаи человеческих жертвоприношений, нам ничего не известно о существовании на Крите касты воинов или культа вооруженного насилия. Фрески и керамика минойского города Кноса изображают элегантную молодежь, которая явно ведет легкую и приятную жизнь. Первое тонкое звено в цепи отчетливо европейской культуры. Считается, что Минойская империя начала клониться к закату, когда на острове закончилась древесина, необходимая для выплавки бронзы. Смертельный удар нанесла серия природных катаклизмов. Прежде всего извержение вулкана Терра, которое с помощью радиоуглеродного анализа удалось датировать 1630 годом до нашей эры. Катастрофическое землетрясение вызвало цунами, которое пронеслось по Восточному Средиземноморью и стерло с лица земли города Крита. Пальма первенства в регионе перешла к ахейцам, микенской цивилизации, предшественнице континентальных греческих цивилизаций. Зарождение и распространение эгейской культуры. Ахейцы или микенцы-донайцы властвовали в бассейне Эгейского моря с 1450 до 1100 года до нашей эры. Это был сухопутный народ под властью самодержавных правителей. Ахейские легенды, герои и линейное письмо типа «Б» оказали сильное влияние на более позднюю греческую культуру. Ахейцы конфликтовали с хеттами, которые, занимая Малую Азию и Левант, издавна препятствовали экспансии Египта в северном направлении. Хетты первыми стали использовать железо, из которого ковались прочные мечи, оружие более эффективное, чем дубинки и каменные топоры. В этот же период растет влияние города Троя, война которого с ахейцами из-за похищения ахейской царицы Елены завершилась осадой и сожжением города, вероятно, в 1180-х годах до нашей эры. Последующие столетия пересказали и, без сомнения, приукрасили это первое из записанных событий европейской истории, которое сохранил для потомков поэт Гомер, живший примерно в VIII веке до нашей эры. Он вел рассказ о племенах, охваченных жаждой мести и доведенных до крайности поступками соседей. Они поклонялись уже не застывшим неподвижно изображениям предков. Их боги были гиперактивными, антропоморфными мужчинами и женщинами, не стесняющимися бурно проявлять свою любовь, гнев, ревность и любопытство. Как и люди, боги плели интриги, ссорились и дрались. Силу своего оружия они подкрепляли качеством, которое превратится в самое мощное оружие Европы – разумом. Так называемая дворцовая культура Древней Греции пришла в упадок где-то между 1200 и 1150 годами до нашей эры, то ли из-за вырубки лесов, то ли по вине стихийного бедствия, возможно, эпидемии или извержения вулкана. Этот период, продлившийся приблизительно с 1100 по 900 год до нашей эры, известен как греческие темные века. По времени они совпали с вторжением в бассейн Эгейского моря новых пришельцев – дарийцев, поселившихся в материковой части Греции, и ионийцев, осевших на берегах Малой Азии. В их честь получили свои названия классические архитектурные стили. Исследования ДНК показывают, что современные греки являются потомками древних микенцев, следовательно, вторгшиеся племена завоевали, но не вытеснили последних. В результате население внутренних территорий рассеялось из городов-дворцов по мелким прибрежным городкам и деревням, географическое положение которых препятствовало дальнейшей экспансии. Связи между ними поддерживались теперь в основном плаваниями по морю. Это способствовало возникновению греческого полиса, небольшого самоуправляемого сообщества, свободные граждане которого обязаны были при необходимости вставать на его защиту. «Такое государство определяет себя», — говорил греческий философ Аристотель, как, насколько это возможно, состоящее из одинаковых и равных, в число которых, однако, не входили женщины, рабы и чужестранцы. С укреплением прибрежных микрогосударств
росли зачатки индивидуализма, самодостаточности и независимости, которые станут определять представления греков о том, что формирует человеческую общность и в конечном счете личность человека. Примерно к 800 годам до нашей эры греческим городам-государствам, совокупное население которых составляло около 800 тысяч человек, стало тесно на берегах Эгейского моря. Они потянулись на юг, в обход Средиземного моря, и на север в направлении Черного. Здесь они вступили в чреватый конфликтом контакт с финикийцами из Тира и Сидона, расселившимися на запад до самой Испании. Финикийский город Карфаген, располагавшийся на территории современного Туниса, был основан предположительно в 814 году до нашей эры. Греки осели на северном побережье Средиземного моря, на Сицилии, в Италии и даже во Франции. Интеграция была достаточно тесной, чтобы греки смогли позаимствовать финикийский алфавит. Они до сих пор им пользуются, хотя и в несколько измененном виде. На берегах Средиземного моря найдено около 1000 греческих поселений того времени. Надо сказать, колонии значительно превосходили по размеру, великолепию и числу жителей города-метрополии. Сицилийский Агригент и Сибарис в Южной Италии выросли в крупные города, причем последний преуспевал так, что оставил в языке эпитет «сибаритский». Жители колоний, говорившие на греческом языке и распространившие эллинистическую культуру по всему Средиземноморью, съезжались в Грецию на Олимпийские игры, подобно тому, как американцы пересекают Атлантику, чтобы посетить Европу, свою историческую родину. Первая Олимпиада состоялась в 776 году до нашей эры. Нигде эти времена не встают перед глазами так живо, как в Милете, расположенном на побережье Турции недалеко от современного Бодрума. Персы разрушили этот древний город, но в 479 году до нашей эры. Милет был отстроен заново. Археологи провели здесь раскопки, и сегодня туристы могут пройтись по мостовым, заглянуть в дома, взобраться по ступеням амфитеатра или на башню, откуда открывается вид на побережье. Со стороны Эгейского моря дует теплый ветер, овевая холмы изумительной красоты. На этих улицах отдаются эхом рассказы путешественников о дальних странах, удивительных обычаях, творческих умах и жестоких сражениях. Представления жившего здесь народа нашли отражение в легендах о богах и героях – Афродите, Артемиде, Гермесе, Посейдоне, Ясоне, Геракле, Тесее. Кроме всего прочего, колонисты были любознательными людьми. Говорят, их современник Геродот однажды заметил: «Каждый год мы за большие деньги снаряжаем корабли и отправляем их в опасное плавание к берегам Африки, только чтобы спросить: кто вы? Каковы ваши законы? На каком языке вы говорите? Почему же, удивляется историк, они сами никогда не отправляют кораблей, чтобы расспросить нас?» В этом вопросе заключено определяющее качество более поздней европейской цивилизации. Персидские войны и возвышение Афин. К VII веку до нашей эры в материковой Греции освоили новые способы управления полисами. Путем проб и ошибок Коринф, Спарта, Афины и другие города-государства научились жить в мире друг с другом. Монархии уступили место аристократиям, олигархиям и тираниям. Обсуждались концепции свободы, равенства и справедливого распределения ресурсов. В 621 году до нашей эры афинянин Драконт составил свод суровых законов, согласно которому смертной казнью каралась, например, праздность. Говорили, что его законы написаны не чернилами, а кровью. Чуть позже избранный архонтом Салон реформировал законодательство и рассредоточил власть внутри обеспеченного класса граждан. Первый шаг в сторону концепции гражданских прав. В 508 году до нашей эры в Афинах поднялся мятеж против правящей аристократии. Его возглавил немолодой государственный деятель Клисфен. Он предложил прекратить споры, какая владетельная семья должна править и когда, а вместо этого отдать Афины в совместное управление всем гражданам мужского пола. Граждане должны объединяться не по родовым округам, филам, а по новым территориям, демам. Членов совета и должностных лиц будут выбирать поочередно с помощью жребия. Единственное, на должность архонта смогут претендовать только квалифицированные кандидаты, почти исключительно аристократы. Не оправдавших доверия должностных лиц прямым общим голосованием можно было приговорить к 10-летнему изгнанию, наказание, которое называлось остракизм.
Введенная Клисфеном форма демократии обеспечивала тесные связи внутри полиса лучше, чем опосредованное управление через избранных представителей. В лотереях на право занимать государственную должность участвовали около 50 тысяч свободных граждан мужского пола. Занималась заря эры управления на основе широкого участия. Собрания проходили на холме Пникс у западного склона Акрополя, и это место сохранилось до сих пор, впечатляющее нагромождение скал, уступов и гротов. Любопытно, что единственный известный мне памятник Клисфену стоит в здании правительства штата Огайо в VI веке до нашей эры. Греция подверглась угрозе с востока. Персидский царь Кир II в 546 году до нашей эры достиг берегов Эгейского моря и захватил всю Малую Азию, в том числе греческие и Ионические острова. В 499 году до нашей эры ионийцы подняли против персов восстание, которое было жестоко подавлено. Царь Дарий I решил наказать афинян за помощь ионийцам, однако его армия была разбита в 490 году до нашей эры в Марафонской битве. Считается, что в бою погибли 6400 персов и только 192 афинянина. Новости доставил в Афины гонец Фидиппит, который, сообщив о победе, упал замертво. Его подвиг по сей день прославляют марафонскими забегами. Грекам удалось отразить персидскую угрозу в морской битве при Саламине в 480 году до нашей эры и сухопутной битве при Платеях годом позже. Победы греков, которые они зачастую одерживали против всякой вероятности, приписывали то преимуществу железного оружия, то культу атлетизма среди мужчин. Греки сражались с дисциплинированностью людей, защищающих свои дома и семьи. Геродот вложил в уста греческого полководца Фемистокла речь, которую тот якобы произнес перед Саламинским сражением, воззвав не к верности полису, но ко всему, что есть благородного в человеческой душе и природе. Демократии не исполнилось еще и четверти века, но ее голос уже был обращен к каждому по отдельности, к личной, а не только общей свободе от тирании. Персидские войны принадлежат к числу решающих событий в истории Европы. Если бы персы победили, если бы в их власти оказались Греция и бассейн Эгейского моря, то же самое случилось бы с Балканским полуостровом и со всем Средиземноморьем. Жившие там народы покорились бы властителям, богам и обычаям восточных земель. Поскольку в те времена представления о Европе еще не существовало, не было бы и причины его придумывать. Тем не менее, персидские войны в очередной раз напоминают нам, что первоначально Европа заселялась со стороны Азии и никогда не могла окончательно отделить свою историю от азиатской. Золотой век Афин. Как ведущее во времена персидских войн государства Греции, Афины претендовали на военное и культурное превосходство, которое достигло своего пика в рамках Делосского союза. Довольно быстро союз вырос в Афинскую империю, куда вошло около 300 зависимых островов и поселений, расположенных на берегах Эгейского моря. В 461 году до нашей эры к власти в Афинах пришел популярный оратор Перикл, добившийся остракизма для своего консервативного оппонента Кимона. Перикл правил Афинами треть столетия. Это время станут называть «золотым», Перикловым веком. Просвещенный новатор и скромный человек, он, как поговаривали, прислушивался только к своей любовнице Аспасии. В 449 году до нашей эры Перикл заключил мир с Персией, но бесконечно конфликтовал с городами Делосского союза. Перикл считал правительство сетью взаимосвязанных гражданских и личных обязательств, подкрепленных зарождающимся принципом верховенства закона. При Перикле Афины блистали подобно комете интеллектуальной и творческой энергией. Акрополь увенчали мраморные постройки. Был возведен Парфенон, храм, посвященный богине Афине, который с течением лет станет самым известным сооружением в мире и образцом для хороших архитекторов даже в наши дни. Вокруг Парфенона вознеслись храмы, посвященные другим богам, а ниже расположились агора и театр Диониса. Дорогостоящие проекты финансировались за счет средств Делосского союза, чем члены его были весьма недовольны. Для Перикла общественная жизнь была неотделима от искусства. Его друг, скульптор Фидий, добавил реалистичности и изящества ранее стилизованному изображению человеческого тела. Драматурги Софокл, Еврипид и Эсхил проникали в тайны любви, честолюбия и мести. Сатирик Аристофан заставлял греков смеяться над собой.
Историк Фукидид напоминал афинянам об их славных подвигах и величайших ошибках. Гиппократ изучал болезни как естественный, а не божественный феномен. В этом городе жил Сократ, провозвестник концепции аргументированного рассуждения. Для Сократа люди были свободными акторами, наделенными собственной волей и неограниченными Прометеевым мифом о богах и творении. Чтобы достичь мудрости, считал Сократ, человеку нужно лишь открыть свой разум миру вокруг и принять других людей такими, какие они есть, а не такими, какими их создали боги или общество. Сократ ставил разум выше суеверий, сомнения выше авторитета. «Прежде всего, — говорил он, — человек, отвечая своей природе, должен быть любопытным и доискиваться до истины, не подавляя этого естественного стремления». Сократ был мастером диалектического метода скептических и каверзных вопросов. Его лучший ученик Платон обобщил идеи учителя и свел их в систему этического и политического поведения, регулирующую отношения людей друг с другом и с полисом. Хотя державная идеология Платона сегодня приходит в противоречие с представлением о высшей ценности личности, это была первая из зафиксированных попыток сочетать справедливость и свободу с долгом граждан перед обществом. В основанной Платоном в 387 году до нашей эры Академии обучался Аристотель. Афинская академия стала колыбелью европейского разума. В эпоху Ренессанса память о ней вдохновляла Рафаэля, расписывавшего фресками станцы папского дворца в Ватикане. Слава Афин неизбежно должна была снова и снова оживать в истории Европы, представая в идеализированном виде. Век изобретенной греками демократии оказался недолгим. Интеллектуальное и культурное наследие Афин сохранилось благодаря александрийским переписчикам рукописей и римским ученым. Но достижения Золотого века Афин по-прежнему выделяются на фоне всех других периодов европейской истории. Впервые я узнал о них в школе, но они поражают мое воображение и по сей день. Как такая небольшая территория на берегах внутреннего моря смогла подарить миру столько удивительных изобретений, так глубоко проникнуть в тайны человеческой души? Невозможно представить себе европейскую культуру без Афин. Пелопоннесские войны. 3 последние речи Перикла Фукидид записал в качестве шедевров греческого ораторского искусства. В них, как запомнилось Фукидиду, выдающийся правитель утверждает, что корни афинского гения лежат в толерантности. Согласно законам Афин, в частных делах все пользуются одинаковыми правами. Низкое общественное положение не мешает человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений. Мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям. Слова Перикла или Фукидида эхом отдаются в веках, их цитируют поколения политиков и ученых, на них основаны ценности, которые, как с гордостью будут думать последующие поколения европейцев, они первыми подарили миру. Наверняка Перикл, как и европейцы, жившие после него, подходил к этим ценностям избирательно. Он не сверял с ними имперское поведение Афин в отношении других членов Делосского союза, что уж говорить о женщинах или рабах. Справедливо ли возлагать ответственность за крах Афин на другие греческие идеи, будь то гордыня или возмездие? Вопрос, вероятно, чисто схоластический. Перикл заявлял, что все моря и земли открыла перед нами наша отвага, но в конце концов эти моря и земли взбунтовались. Зависимые города Делосского союза сплотились вокруг соперницы Афин Спарты, чьи суровые правители избегали как перикловой демократии, так и его самомнения. В 431 году до нашей эры Перикл втянул афинян в противостояние со Спартой, которое войдет в историю как Пелопоннесская война. Она же станет его эпитафией. В 429 году до нашей эры величайший из афинян скончался во время эпидемии. Развязанная им война тянулась до 404 года до нашей эры, завершившись победой Спарты и распадом Делосского союза. Спартанцы, сторонники аскетизма, чуть было не сравняли с землей новые афинские строения, участь которой удалось избежать только благодаря тому, что афиняне затянули хор из трагедии Софокла. Культурная жизнь города продолжилась, но золотая нить демократии оборвалась, сменившись, как и опасались ее критики, популизмом и властью толпы. В 199 году до нашей эры афиняне решили, что больше не собираются терпеть Сократа, морочившего голову молодежи. Продажный суд заставил его совершить самоубийство, принять яд цикуты.
Аристотель проанализировал устройство 150 греческих государств и убедился в превосходстве упорядоченного афинского способа правления, задуманного как защита от грубого популизма. Сравнивая северное мужество с азиатским интеллектом, он считал, что греки обладают и тем, и другим качеством. «Их институты власти превосходят все прочие», — писал он. «Если бы им удалось достичь политического единства, они правили бы остальным миром». Однако такого единства афиняне добиться не смогли. Афины подарили истории проблеск демократии, но не отыскали средства сохранить ее. Однако в этом-то и состоит истинное искусство политики, которое до сих пор не дается множеству европейских стран. Эпоха Александра Македонского. Ранние века европейской истории удобнее обозревать, словно бы скользя лучом прожектора туда и обратно вдоль побережий Средиземного моря, и наблюдая, как разворачиваются события. После падения Афин греческие города погрузились в бесконечные раздоры, то объединяясь против вечно угрожавших им персов, то вступая с ними в союз. В 359 году до нашей эры к власти в Македонии пришел амбициозный царь Филипп. Второй – грек, считавший себя прямым потомком гомеровского Ахилла. Его вооруженные копьями воины, способные поражать врага, не приближаясь к нему вплотную, быстро подчинили себе греческие города-государства. В 336 году до нашей эры Филипп погиб от руки неизвестного убийцы, и трон унаследовал его 20-летний сын Александр, ныне известный как Александр Македонский или Александр III Великий. Этот юноша был без сомнения выдающейся личностью. Искусству полководца его обучал отец, который в числе других учителей нанял самого Аристотеля, чтобы тот наставлял мальчика в философии и политике. Александр был невысок, но харизматичен. Известно, что один его глаз был голубым, а другой карим. Говорили, что он обладал почти гипнотической властью над своими солдатами. Не смущаясь своей молодостью, а может и ободренный ею, Александр принялся реализовывать амбициозный план отца, мечтавшего расширить свою державу за пределы Греции и завоевать персидские земли. Походы Александра Македонского станут самым выдающимся предприятием в истории европейских завоеваний. Покорив Малую Азию, в 333 году до нашей эры Александр разбил превосходящие силы Дария III в битве при Иссе. Он взял в плен дочерей Дария, а позже женился на двух из них, успев между делом поддаться чарам бактрийской царевны Роксаны. Утолив свое честолюбие, домой он, тем не менее, не вернулся, а вместо этого двинулся на юг, в Египет. Там один из его полководцев, Птолемей, основал династию, последней правительницей которой станет царица Клеопатра. Птолемей построил Александрийскую библиотеку, где книги хранились в виде папирусных свитков. Вывозить их в конкурирующую библиотеку Пергама, где все еще использовался дорогостоящий пергамент из шкур животных, было запрещено. Александр еще раз разбил Дария, прошел сквозь Месопотамию и беззащитную Персию и добрался до берегов Индийской реки Инд. Там его командиры взбунтовались и отказались идти дальше. Александр был вынужден повернуть назад. Пройдя пески Персии, он добрался до Вавилона, где в 323 году до нашей эры заболел и умер в возрасте всего 32 лет от роду. Всюду, где побывал Александр Македонский, он основывал города и колонии, которые часто называл в свою честь. Он сокрушил величайшую державу Юго-Западной Азии. Он женил своих солдат на местных женщинах и оставлял своих полководцев править покоренными народами. Но влияние этих эллинистических колоний на завоеванных Александром землях не было политическим. Империи он не построил. Как и большинство подобных предприятий, походы Александра Македонского оказались абсолютно безрезультатными, оставшись в истории проявлением невероятного самомнения и жажды наживы. Созданная им империя была бессмысленной и бесполезной, так и не обеспечив безопасной границей греков, живущих в Малой Азии и Месопотамии. На протяжении всей истории эта граница была самой ненадежной в Европе. Но у недолговечной Македонской империи нашлось одно устойчивое следствие. Она распространила эллинистическую культуру, а именно греческий язык и литературу, по всему Средиземноморью. Когда материковую Грецию охватила гражданская война, греческие торговцы и ученые рассеялись по морю, влившись в диаспору, численность которой историки оценивают примерно в 10 миллионов человек. Александрийская библиотека хранила и развивала греческое культурное наследие.
Политическое величие Греции умерло вместе с Александром Македонским. Но слава пережила его и еще долго взывала к тщеславию правителей последующих веков. Со смертью героя закрылось окно в царство человеческого духа, распахнутое классическими Афинами. Луч нашего прожектора смещается западнее и высвечивает город, чей гений заключался не в экспериментах Перикловой демократии, но в могуществе военной республики. Могущество Рима 500 год до нашей эры, 300 год нашей эры. Рождение республики. Если начало Европе положила царская дочь, похищенная быком, то Рим основал ребенок, вскормленный волчицей. Где-то во тьме веков Ромул убил своего брата-близнеца Рема, споря с ним о месте расположения города, и решил вопрос самостоятельно. Много лет спустя, на рубеже V века до нашей эры, как раз когда Афины отказались от аристократии в пользу демократии, римляне предпочли монархии и республику. В 509 году до нашей эры они выгнали царя Тарквиния Гордого, и тот обратился к Ларсу Парсене, царю соседней Тосканы, с просьбой помочь ему вернуть власть в Риме. Конфликт завершился легендарным противостоянием, которое так живо описал Макалей в своих песнях Древнего Рима. Героическая оборона Горацием Коклесом с Вайного моста через Тибр обратила в бегство армию Парсены и стала символом воинской доблести. Статуя отзывчивой волчицы стоит в Капитолийских музеях Рима. Долгое время она считалась этрусской, однако на самом деле датируется XI веком нашей эры. Римлянами стали называть древних обитателей Лация, области на северо-западе Апеннинского полуострова. Римская республика, как и Афинская, старалась добиться подотчетности правительства. Сенат, состоявший из потомственных патрициев, осуществлял исполнительную власть через 2 консулов, избранных свободными гражданами Рима. Отдельно действовал совет плебеев, которые возглавляли трибуны, сообщавшие Сенату мнение совета, не в последнюю очередь, по вопросам налогообложения. Противостояние консулов и трибунов задавало нужный ритм сердцу республики. Как и в Греции, для обеспечения безопасности государства каждый гражданин был обязан служить в армии. Граждане составляли пехотные легионы, разделенные на боевые сотни под командованием центуриона. Сражались римляне стройными фалангами, сомкнув щиты и выставив вперед длинные копья. С флангов их прикрывали колесницы. В открытом бою они были практически непобедимы. Первая – Пуническая война. На протяжении 2 столетий республиканский Рим оставался городом-государством. Он не пытался выйти за пределы своего региона, не говоря уже о том, чтобы, по примеру Афин или Македонии, взяться за строительство империи. Только в начале III века до нашей эры республика дотянулась до Южной Италии, где столкнулась с греческими и финикийскими колониями на берегах Средиземного моря. В 264 году до нашей эры римляне высадились на берег Сицилии и бросили вызов Карфагену, оспаривая его власть над Западным Средиземноморьем. Римская пехота захватила Мессину, но на море Карфаген сохранял преимущество. В 241 году до нашей эры римляне вернулись с флотом из сотни гребных галер Квинквирем и изгнали карфагенян с Сицилии. Так закончилась первая из 3 пунических финикийских войн, в которой выливалась яростная вражда 2 средиземноморских держав. В 218 году до нашей эры 29-летний карфагенский полководец Ганнибал решил атаковать Рим с суши, со стороны Испании. Он перешел через Альпы с армией, в составе которой было 37 боевых слонов. До Италии добрался лишь 1. Этому его походу до сих пор посвящают научные дискуссии и научно-популярные фильмы. Ганнибал не без оснований надеялся, что покоренные Римом итальянские провинции встанут на его сторону. Он разбил римлян в легендарных битвах при Тразименском озере в 217 году до нашей эры и при Каннах в 216 году до нашей эры. Битва при Каннах считается самым жестоким поражением в истории Рима. На поле боя пало около 40 000 солдат. Ганнибалу не удалось полностью реализовать свое преимущество. Новый римский полководец Квинт Фабий Кунктатор, медлитель, следуя своей осторожной партизанской тактике, запер его войско в итальянской глубинке, и Ганнибал так и не дошел до Рима. Другой римский полководец Сципион окончательно изгнал карфагенян из Италии, а в 202 году до нашей эры атаковал Карфаген. Этот город был для Рима постоянной угрозой, как Персия для Афин. Противостояние породило воинственный лозунг «Картаго делenda est» – «Карфаген должен быть разрушен».
Так и случилось в 146 году до нашей эры. Рождение империи. Ко II веку до нашей эры господство Рима в Западном Средиземноморье было практически неоспоримым. Границы его влияния быстро расширялись. Кроме Италии, Рим обзавелся новыми провинциями на юге Испании, в Южной Галлии и Северной Африке. В 200 году до нашей эры римские войска помогли Афинам освободиться от слабеющей хватки Македонии, а в 133 году до нашей эры Пергамское царство Александра было преобразовано в новую восточную провинцию Рима – Азию. Все провинции должны были покоряться Риму и платить налоги. Рим, в свою очередь, обеспечивал им защиту и даровал римское гражданство местным правителям. Этот греко-римский идеал гражданства в условиях верховенства права стал связующим элементом зарождающейся римской государственности. В процессе завоеваний римляне впитали господствовавший в бассейне Средиземного моря эллинизм. Они коллекционировали греческую литературу, копировали архитектуру и импортировали скульптуру. Они высоко ценили сокровища Великой Александрийской библиотеки. Высшие слои римского общества говорили на греческом языке и обучали греческому детей, подобно тому, как много позже европейские аристократы будут разговаривать на французском, а потом на английском языке. Рим перенял философские учения Афин – стоицизм, эпикурейство, скептицизм и кинизм. Оратор Цицерон вдохновлялся греческим правом и риторикой своего греческого предшественника Демосфена. Не всем это пришлось по нраву. Самозваный патриот Катон считал притягательную греческую культуру мягкотелой и манерной. Он говорил, что обычаи самого испорченного и неуправляемого из народов развращают римскую молодежь. Поэт Гораций писал: «Пленная Греция взяла в плен своих неотесанных завоевателей». Прошли годы, и другой поэт, Вергилий, примиряя две культуры, писал: «Пусть греки умеют обличье мужей повторить во мраморе лучше. Пусть они лучшие правоведы, астрономы и математики, но все эти добродетели – ничто без свободы действий. Римлянин, ты научись народами править державно, в этом искусство твое – налагать условия мира». Мир, уверял соотечественников Вергилий, начинается с военного превосходства. Так начиналось римское обожествление воинской славы, которое просуществует до конца империи. Пакс Романа – римский мир. Вергилия опирался на регулярную армию, насчитывавшую примерно 125 тысяч солдат, не считая наемников. Римскими легионами, расквартированными в провинциях, командовали полководцы-патриции, которые правили на местах как военные диктаторы. Назначенные сенатом военачальники богатели, наживаясь на военных трофеях и взимая подати с населения. За счет этих средств они не только обеспечивали себе личную преданность солдат, но и покупали политическое влияние в столице империи. Это привело к преобладанию провинциальной конъюнктуры в политической жизни республики. Кризис достиг решающей стадии в 133 году до нашей эры, когда должность трибуна занял Тиберий Грак, а позже его брат Гай. Они хотели раздать землю в собственность ветеранам войн и плебеям. Гракхам противостояли богатые сенаторы, организовавшие их убийство. Но, испытывая на прочность институты республики, место Гракхов заняли другие политики и бывшие военачальники, такие как Цинна и Сулла. В 82 году до нашей эры Сулла объявил себя диктатором Рима и представил программу реформ, превративших коррумпированный и продажный сенат в олигархию. В 73 году до нашей эры пришла новая беда. В районе Капуи подняли восстание гладиаторы под предводительством харизматичного лидера по имени Спартак. Спартак собрал армию из 70 тысяч рабов и сочувствующих, которая за год увеличилась до 120 тысяч человек. Разразившаяся гражданская война завершилась поражением рабов. 6 тысяч страшных распятий выросли по обочинам дорог, ведущих в Рим, как предостережение от повторения бунта. Римская республика страдала от тех же проблем, что и афинская демократия. Личная власть и честолюбие разрушали ее институты и обходили механизмы защиты. Одолев в гражданских войнах многочисленных соперников, в 52 году до нашей эры единственным консулом Рима стал солдат по имени Помпей. Военные успехи принесли ему славу и деньги, в его честь устроили 3 триумфа. Во время последнего он ехал в колеснице, инкрустированной драгоценными камнями. За колесницей шли дикие звери, а в руках Помпея была держава, символизирующая его завоевание.
Теперь, когда один человек, опираясь на народную поддержку, мог контролировать сенаторов, консулов и трибунов, баланс власти разрушился. Нет в мире силы мощнее популизма. Юлий Цезарь. Правление по формуле «Сенат и народ Рима» выродилось в диктатуру. Вскоре Помпею бросил вызов еще один вернувшийся в Рим полководец Юлий Цезарь, который принадлежал к старинному римскому роду. Как и Помпей, он был консулом и командующим войсками в 2 галльских провинциях, располагавшихся к северу и югу от Альп. Он фактически правил этими обширными территориями, что предоставляло ему массу возможностей для обогащения. Цезарь был блестящим солдатом, безжалостным и хладнокровным, а кроме того грамотным летописцем собственных побед. Гальские войны, которые он вел, раздвинули границы Рима до Ла-Манша на севере и до Рейна на востоке. По оценке самого Цезаря, каждый 3-й мужчина Галл сложил голову в ходе войн, а еще 1/3 была продана в рабство, к большой выгоде для Цезаря. Галлия к западу от Рейна покорилась Риму, а вождя галлов Верцингеторига доставили в столицу, провели по улицам, а затем убили. Помпей фактически был единоличным правителем республики, но в 50 году до нашей эры Сенат постановил, что оба они, Помпей и Цезарь, должны сложить с себя командование войсками. Цезарь проигнорировал решение Сената и в 49 году до нашей эры двинулся из Галлии на юг, нарушив закон, согласно которому военачальники обязаны были оставлять свои легионы, складывая с себя властные полномочия в провинциях. Он демонстративно перешел Рубикон, реку, отделяющую Южную Галлию от Рима, и вторгся в Италию. Здесь Цезарь столкнулся с ревниво оберегающим свою власть Помпеем, а также нашел и купил поддержку среди граждан Рима. Помпей со своими легионами бежал в Грецию. 2 года в Риме бушевала гражданская война. Цезаря объявили диктатором, подвергая испытанию на верность таких консервативных республиканцев, как Цицерон, чьи письма, повествующие о тех временах, складываются в захватывающий рассказ о Риме в 1 веке до нашей эры. В 48 году до нашей эры Цезарь, преследуя Помпея, вынудил того бежать из Греции в Египет навстречу смерти от рук убийц. Приехав следом, Цезарь встретил Клеопатру в возрасте 21 года, правившую Египтом совместно с братьями. Ее принесли к нему завернутую в ковер. Цезарь был поражен в самое сердце. Клеопатра родила ему сына. Теперь Цезарь был вынужден вести несколько военных кампаний сразу – в Греции, Италии, Испании и в Африке, зачастую против мятежных римских войск. В начале 44 года до нашей эры он вернулся в Рим, купался в триумфах и почестях и стал пожизненным диктатором. Деньги, награбленные в провинциях, он раздал солдатам и гражданам Рима. Один из солдат, посмевший протестовать против сумасбродного поведения Цезаря, был убит, а его труп приковали к стене форума. Любой, кто противится амбициозным государственным проектам, должен быть наказан. Рим лежал у ног Цезаря, но на мартовские иды 44 года до нашей эры его настигла рука судьбы. Едва Цезарь вошел в Курию, как пал под ударами кинжалов, нанесенными ему сенаторами-заговорщиками, среди которых был и его старый товарищ Брут. Точно неизвестно, какими были его последние слова, но ни один из источников не упоминает шекспировское «et tu, Брут» и «ты, Брут». Светоний пишет, что Цезарь не сказал ничего, и в любом случае он записал бы его слова на греческом. Возвышение Октавиана Августа. Оставшись без правителя, Рим погрузился в хаос. Осознав, что граждане шокированы как смертью Цезаря, так и ее обстоятельствами, заговорщики бежали из города. Согласно завещанию Цезаря, его гипотетическая империя должна была достаться 18-летнему племяннику и приемному сыну Октавиану. Консул Марк Антоний опрометчиво не подчинился последней воле Цезаря и отказался платить содержание его солдатам. Молодой Октавиан собрал их под свои знамена, а престарелый Цицерон написал серию длинных речей в его защиту. В своих «Филиппиках» он без оглядки обвинял Антония во всех мыслимых грехах, от похоти до жестокости, предательства и алчности. Октавиан же, хотя и был еще по сути подростком, действовал более дипломатично. Он укрепил свое положение в Риме, постаравшись расположить к себе Антония. Их примирение решило судьбу Цицерона, который в 43 году до нашей эры бежал из Рима, но был пойман и убит, а его руки и язык враги прибили к одной из трибун на форуме.
Афоризмы Цицерона остаются жемчужинами римской литературы. Пусть пользуется движениями души тот, кому не под силу пользоваться разумом. Политиков не рождают, их извергают из организма. Если у тебя при библиотеке есть сад, ни в чем не будет недостатка. Убийц Цезаря Октавиан и Антоний преследовали до Греции, где покончили с ними в битве при Филиппах в 42 году до нашей эры. Вскоре отношения между двумя полководцами ухудшились. Антоний взял под контроль восточную часть империи, где осуществил ряд удачных кампаний по защите границ от парфянской, прежде персидской, агрессии. Он признал Ирода королем Иудеи и в 41 году до нашей эры по стопам Цезаря отправился в Египет. Когда он вызвал Клеопатру на встречу в Тарсусе, в Южной Турции, она прибыла уже не в ковре, но на собственном корабле, лежа на усыпанной лепестками роз кровати под золотым балдахином. На этот раз на свет появились близнецы, мальчик и девочка, и неудивительно, что Антоний не хотел возвращаться в Рим. Когда в 40 году до нашей эры Антоний туда все же приехал, он попытался помириться с Октавианом, женившись на его сестре, но вскоре опять вернулся в Египет, к Клеопатре, которая родила ему еще одного сына. Антоний дал близнецам имена в честь Солнца и Луны и объявил Цезариона, 13-летнего сына Клеопатры от Цезаря, царем царей. В Риме, понятное дело, это было воспринято как опасная провокация. Октавиан к тому времени вернул себе верховную власть и принял титул Цезаря со всей прилагающейся к нему божественностью. В 31 году до нашей эры Октавиан объявил войну Клеопатре, на самом деле Антонию, и пересек Средиземное море, чтобы дать им бой. В битве при акции в Греции Антоний и Клеопатра потерпели поражение и бежали в Александрию. Когда Октавиан явился, чтобы взять их в плен, Антоний совершил самоубийство и умер на руках у Клеопатры. Она тоже скончалась несколько дней спустя, вероятно, от яда. История о смерти от укуса египетской кобры, скорее всего, миф. При посредничестве Шекспира Рим подарил миру самое драматическое убийство, самую диковинную историю любви и самое романтическое самоубийство. Август, император. Если кто-то и заслуживает звания основателя современной Европы, так это Октавиан, император Цезарь Август. Красивый мужчина среднего телосложения, умный и невозмутимый. При необходимости он мог быть жестоким и даже безжалостным. Октавиан не демонстрировал самовлюбленности и тщеславия, присущего его соперникам, и сохранял порядки Старой Республики, называя себя первым гражданином, слугой Сената и одним из 2 консулов. Тем не менее, в 27 году до нашей эры он принял императорский титул Августа, наделивший его абсолютной властью над Сенатом, правительством, судом и армией. Его солдатам хорошо платили, а доброе расположение римских граждан обеспечивалось за счет дани, собираемой со всей империи. Что и говорить, он был настоящим тираном. Август не создавал унаследованную им Римскую империю из разрозненных территорий, завоеванных за 2 века республики. Он скорее продуманно консолидировал земли, привел в порядок границы империи, завершив завоевание Испании, Египта и Сирии. Единственное значительное поражение он понес в 9 году, когда его полководец Вар был разгромлен в битве в Тевтобургском лесу в Саксонии. Тогда 3 римских легиона были полностью уничтожены Арминием, вождем германских племен, живших к востоку от Рейна. Военному делу Арминий в свое время обучался в Риме. Август был морально раздавлен и несколько месяцев отказывался бриться. Это поражение тяготило его до самой смерти. Победа Арминия вошла в число битв, определивших судьбу Европы. Римское влияние к востоку от Рейна было остановлено. Этим землям не суждено было превратиться в подобие романизированной Галлии. Германцами комплектовали легионы, но в орбиту римского правления или культуры они так и не попали. Разрыв, однажды сформировавшись, стал территориальным, национальным, а впоследствии и психологическим рубежом, разделившим Европу надвое. Арминию, на германском наречии Герману, не повезло. Он попал в кумиры нацистов, и по этой причине сегодня его не особенно ценят на родине. Советников Август подбирал тщательно. В военном отношении он полагался на Агриппу, а во внутренних делах – на весьма компетентного мецената. Последний установил редкий прецедент, занимаясь одновременно внутренними делами и искусствами. Под его покровительством достиг зенита так называемый век Августа, золотой век римской литературы. Вергилий и Ливий воспевали историю римского государства.
Придворным поэтом был сам Гораций. Овидий, певец плотской любви, в своих метаморфозах достиг философских глубин. То ли по причине радикализма, то ли за скабрезные вирши Овидия отправили в ссылку на берега Черного моря, где он стал поэтом изгнанников. «Всех нас родная земля непонятную сладостью манит и никогда не дает связь нашу с нею забыть». Эллинистическая культура не потускнела. Когда начал пересыхать поток изваянных греками скульптур, патриции стали заказывать такие точные копии, что сегодня даже экспертам трудно отличить римские работы от греческих. Витрувий пересмотрел принципы архитектуры эллинов, и города по всей империи украсились рынками, храмами и форумами. Август говорил, что принял Рим глиняным городом, а оставил его мраморным. Классицизм эпохи Августа стал характерным стилем имперской власти. С безопасностью пришло и экономическое процветание, величайший дар Рима Древней Европе. Грузовые суда бороздили Средиземное море, поставляя овощи и фрукты из дальних стран на римские столы. Акведуки обеспечивали водой столичные бани в масштабе, который не удастся превзойти вплоть до XIX столетия. Стадионы и цирки развлекали публику зрелищами, пусть и переполненными жестокостью и насилием. Дорог было более чем достаточно. 29 магистралей разбегались из Рима во все стороны. Они пронизывали империю подобно артериям, позволяя легионам быстро добираться до нужных точек. Колесницы римской почтовой службы доставляли письма со скоростью 50 миль в день. Единственная сфера обслуживания, в которой Рим не преуспел, это очистка улиц. Улицы использовались как каналы для стока нечистот, что было источником постоянных жалоб. Август правил больше 40 лет, он умер в 14 году нашей эры. Основанная им империя просуществовала еще 5 столетий, а ее византийская ветвь – все 14. Несмотря на любовь ее правителей к разглагольствованиям о бессмертии, главной слабостью империи было то, что неразрывность и стабильность ее существования зависели от смертных созданий. Император был источником благ, вершителем судеб миллионов людей. Официальных институтов преемственности еще не существовало, и не было другого способа контролировать императоров, кроме убийства. Чуть ли не каждый из первых 23 носителей титула погиб насильственной смертью, чему чаще всего предшествовал период анархии. Эти времена вдохновили Эдуарда Гиббона на написание истории упадка и разрушения Римской империи, одного из самых увлекательных классических трудов по истории. Тиберий и зарождение христианства – пасынок Августа. Тиберий был успешным полководцем, особенно отличившимся на проходившей по Дунаю границе. Но императором он стал дурным и злобным и славился извращенными сексуальными пристрастиями, по большей части связанными с детьми. Вскоре он уехал из Рима и поселился в своем дворце на Капри, откуда распространялись слухи о его пороках. К концу его царствования префект Иудеи, которого звали Понтий Пилат, приговорил к казни через распятие некоего еврейского проповедника Иисуса из Назарета. Его преступление состояло в том, что он якобы называл себя царем иудейским. В то время его смерть прошла незамеченной. Первым из последователей Иисуса, оставившим свой след в истории, стал еврейский ремесленник, зарабатывавший на жизнь шитьем палаток, поначалу непримиримый преследователь ранних христиан Савл из Тарсуса. После чудесного обращения в веру по пути в Дамаск Савл, позже он будет зваться Павлом, вернулся в Иерусалим, где сошелся с апостолами Петром и Иаковом, а затем начал активно проповедовать христианство по всему Восточному Средиземноморью. Иудеи были закрытой религиозной группой, они не проповедовали свою веру, и поэтому их терпели. Христианство, как еще одна еврейская секта, могло и не выйти за пределы Иудеи. Однако, как подтверждают письма Павла, христиане распространили свою веру по всей восточной части империи. Павел писал Коринфянам: «Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Он говорил о греческом языке, языке Восточной империи и раннего христианства. В устах христианских миссионеров греческий окажется феноменально успешным. После смерти Тиберия императоры стали сменяться один за другим. Его непосредственный преемник, Калигула, известен непристойными увлечениями, подобными тем, каким предавался его предшественник. Он объявил себя богом и оскорбил Сенат, предложив сделать консулом любимого коня. Когда Калигулу прикончили его собственные телохранители, власть перешла к Клавдию, при котором римские легионы завоевали значительную часть Англии, а затем к Нерону,
который к последующему восторгу Голливуда вернулся к разврату. О подъеме христианства убедительно свидетельствует то, что в 64 году Нерон посчитал целесообразным определить христиан на роль козла отпущения, обвинив их в поджоге Рима и скормив диким животным на арене Колизея. Где-то после 57 года в Иерусалиме арестовали Павла, ложно обвинив в том, что он вводил неевреев в храм. Проведя в заключении 2 года, Павел потребовал, чтобы судили его в Риме. Как римский гражданин, он имел на это право. Павел прибыл в Рим около 60 года и оставался там, вероятно, в ожидании суда, еще около 4 лет. Историк религии Диармайт Маккалох подчеркивает, что статус Павла как гражданина империи был крайне важен, так как свидетельствовал, что еврейский пророк, с которым он встретился в видении и которому поклялся в верности, принес благую весть не только иудеям, но всему человечеству. Апелляция Павла к Риму стала еще одним определяющим фактором, способствовавшим распространению христианства в империи. Павла казнили в 64 году или немного позже, скорее всего, во время Нероновых преследований христиан. Видимо, апостол Петр в то время тоже был в Риме и тоже был убит, хотя свидетельств тому мало, и нет никаких данных, подтверждающих, что он основал церковь или возглавил ее. Ученые считают, что практически все, что известно о пребывании Петра в Риме, мы знаем из устных преданий и, возможно, из более поздних включений в священные тексты. Но имена этих двоих, Павла, бизнесмена, говорившего на греческом языке, и Петра, говорившего на арамейском рыбака, воссияют в католичестве и православии. В 70 году император Веспасиан подавил еврейское восстание и разрушил Иерусалимский храм. Последующий исход христиан из города ознаменовал решительный отрыв раннего христианства от его иудейских корней. Династия Антонинов. Империя в зените. С Веспасиана началась династия Флавиев, которая вместе со сменившей ее династией Антонинов во II веке принесла Риму сравнительную стабильность. Наибольших успехов империя добилась при Траяне, когда она максимально раздвинула свои границы, раскинувшись от Британии на севере до Дакии и Армении на востоке. Ненадолго она дотянулась до берегов Каспия, а также вобрала в себя Сирию, Месопотамию и Мавританию. Средиземное море стало внутренним морем Рима, а сама империя была уже не столько европейской, сколько азиатской. Как с восхищением отмечал историк Плиний, в мире царили римский порядок, римское правосудие и, до некоторой степени, римское процветание. Траяна сменил великий строитель Адриан. Его величайшие сооружения, римский пантеон и Адрианов вал в Британии, уцелели до наших дней и остаются впечатляющим памятником ранней империи. Из всех императоров Адриан имел самое ясное представление о масштабе власти Рима и, вероятно, о ее пределах. Он отозвал войска из нескольких завоеванных Трояном областей, объяснив свое решение тем, что живущие там народы должны сохранить свою свободу, раз уж мы не можем обеспечить им защиты. Адриан был одним из немногих в истории Рима императоров, достойных своего титула. Он увлекался греческой и римской культурой. Он интересовался юриспруденцией, философией, архитектурой и поэзией. Он путешествовал по своей империи как правитель, а не только как завоеватель. Он был эпикурейцем и не страшился смерти. Через некоторое время императором стал философ Марк Аврелий, автор книги размышлений в русле философии стоиков, которую читают по сей день. Как и Адриан, он продолжил гонения на христиан, готовый терпеть свободу веры, но не отрицание божественной природы римских императоров. Смещение императора с небесного престола приравнивалось к измене. Римляне не понимали, почему христиане не могли пойти здесь ни на малейший компромисс. Именно их строптивость и непримиримая порочность так разозлили Плиния в бытность того императорским легатом в греческой провинции Вифиния. Позже, оглядываясь назад, эти времена назвали «золотым веком». Рим при Антонинах, казалось, жил сам с собой в мире. Империя располагала четкими границами, беспрецедентной безопасностью, свободой перемещения, общим управленческим языком и правовым режимом. Гиббон утверждал, что если бы ему нужно было выбрать исторический период, в течение какого положения человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он выбрал бы время между смертью Домициана в 96 году и смертью Марка Аврелия в 180 году. О смерти последнего римлянин, живший позже, написал:
История наша теперь переходит от золотого царствования к царству железа и ржавчины. Кризис III века. К III веку Римская империя разрослась до невероятных размеров. Численность населения оценивалась в 60 миллионов человек, и миллион из них жил в Риме. Другого такого города в Европе не будет до 19 столетия, за исключением, может быть, Константинополя. Но правительству империи не хватало административной жилки и дисциплины, присущей аппарату Старой Республики. Сильнее всего ощущалась нехватка механизма законного наследования, обеспечивающего непрерывность власти. Практика, согласно которой императоры назначали своих преемников, усыновляя их, не гарантировала ни компетентности преемника, ни согласия общества. Чуть ли не каждый переход власти оспаривался. Центральное правительство в Риме утратило слаженность и целеустремленность. Единственной его целью стало выживание. При последнем из Антонинов, Коммоде, Рим вернулся к нарциссизму и распущенности времен Нерона. Наместники в приграничных землях вели себя как облеченные властью военные диктаторы, а в Риме царила анархия. В конце концов, в 192 году Коммода убила его любовница Марция, принадлежавшая к процветающей христианской общине. Его преемник Септимус Север, первый император, рожденный в Африке, передвинул границу Рима еще дальше на восток. Он заново отстроил в Ливии великолепный Лептис Магна, свой родной город, и Баальбек, расположенный в римской части Сирии. Армия по-прежнему насчитывала 400 тысяч воинов, что выливалось в высокие налоги. Солдаты не были дисциплинированы, и на их верность вряд ли можно было рассчитывать. На границах армия была еще сильна, но в тылу слабела. В 212 году тиран Каракалла, пытаясь снискать расположение народа и увеличить поступления в казну, даровал римское гражданство всем свободным жителям империи. Историк Мэри Бирд считает, что это ознаменовало конец Рима как империи, стерев разницу между покорителями и покоренными. Римское государство становилось похоже на пирог с жесткой коркой и мягкой начинкой. В период кризиса Римской империи III века ситуация ухудшилась. Императоры стали носить доспехи и создавать себе имидж воинов, традиция, которую позже переймут монархи, в том числе британские, и донесут до наших дней. Эпидемии и голод стали в Риме обычным делом. Императоры же все как один были праздными и продажными или, как минимум, эксцентричными. Образованный Гордий II, правивший около месяца в 238 году, мог похвастаться 22 наложницами и библиотекой, состоявшей из 60 тысяч книг. В 268 году взбунтовавшиеся готы проникли на юг империи, до самых Афин. Когда Рим вступил в длительный период упадка, в город потянулись представители сплоченной сети христианских общин, совершавшие паломничество к гробницам Петра и Павла. До сих пор непонятно, это ли стало причиной духовного возвышения Рима. Обретенный им статус религиозной столицы христианского мира никоим образом не был предопределен, потому что христианство, по сути, было сектой из Восточного Средиземноморья, с центрами в Антиохии и Александрии. Епископ Рима стал отцом церкви, папой, далеко не сразу, а только когда город одержал верх над своими восточными конкурентами в борьбе за превосходство, а заодно и в вопросе божественной природы Христа. Еще апостол Павел предостерегал от опасности назревающего церковного раскола, схизмы. В своем первом послании к Коринфянам он взывал: «Умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений».